Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как я вязала свитерок для собачки. Порода моей собачки цверг-пинчер. Это небольшая собака, относится к мелкой породе. Приблизительно ее размеры: высота до 30 сантиметров и вес до 6 килограмм. Цверг-пинчер — это короткошерстная порода собак, поэтому рекомендуется надевать на прогулку в холодное время года курточки, комбинезоны, свитера и так далее. Так как вязаной одежды у нее нет, я решила пополнить гардероб и связала яркий свитерок с косами. Такой свитер можно одевать в прохладную сухую погоду. Он легко одевается, так как хорошо тянется. Рукава свободные, чтобы удобно было собачке протянуть лапки. И благодаря полушерстяной пряже свитер мягкий, теплый. В общем, в таком стильном свитере ваши любимчики будут красивые, и им будет тепло и комфортно. Поэтому присоединяйтесь к вязанию. Если у вас собачка меньшей или средней породы, то вы можете на основании моих расчетов посчитать для вашего питомца. Здесь главное понять принцип вязания. Свитер вяжется сверху вниз регланом, но здесь особый реглан. Ростка здесь нет, и в районе передней части, как вы видите, регланы и прибавления делаются только со стороны рукавов. А со стороны переда их нет, здесь вяжется прямо. Грудка вывязывается как бы по прямой. Далее я вязала прямо до нужной длины и делала сначала округление передней части, а затем задней по отдельности при помощи укороченных рядов. Так как телосложение собаки самое широкое в районе груди, то эта мерка у нас основная. А далее вы можете так же, как и я, вязать прямо, а можно сделать убавление с двух сторон от регланных линий. Например, когда вы уже начинаете по кругу здесь вязать основное полотно, то вы можете, отталкиваясь вот от этих вот линий регланных, сделать убавочки. Раз убавочку сделали, 2 петли вместе здесь и 2 петли вместе здесь, 2, 3, 4, например, да, и у вас немножечко будет уже, и, соответственно, свитер больше будет прилегать к телу собаки, и, может быть, так даже будет лучше. Но у меня этот свитерок связан просто по прямой, и здесь короче передняя часть и задняя немножко длиннее. Горловину я вязала полой резинкой. Она тогда будет более стабильной и растяжимой. То есть она как двойная получается. И будет потолще, утолщенной, и не будет сильно растягиваться. А резинку на рукавах и по низу свитера я вязала резинкой 1 на 1 и закрывала эластичным способом при помощи накидов. Это хороший способ закрытия петель, он очень эластичный и будет удобно одевать на собачку свитер, потому что он тянется достаточно хорошо. Видите, я растягиваю, он тянется. Так, узор косы самый простой. Здесь 3 косы, и между ними такая разделительная как бы дорожка в виде одной лицевой петли. Это просто лицевая петля, и вот здесь вот, по-моему, по 2 петли. Да, по 2. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Все, здесь ничего сложного. Вяжется свитер быстро. Что касается расхода пряжи, всего 85 грамм. Ну, то есть до 100 грамм вам хватит именно на такую породу. Что касается пряжи, особо я не буду рассказывать про пряжу. Вам главное, если будете вязать по моим расчетам, то чтобы плотность была 17 на 25. Ну, или пересчитывайте уже под себя. И спицы номер 4. Здесь 75% шерсти. То есть это тепленькая, и пряжа, она средней толщины. Сейчас я вам покажу. Я не помню метраж, но приблизительно это средней толщины пряжа, может быть 300 метров на 100 грамм. И я вязала в 2 ниточки. Опять-таки, я же говорю, что для того, чтобы связать такой же свитерок с такими же расчетами, вам просто надо подобрать плотность. А пряжа может быть абсолютно любой. Это может быть и акрил, и шерсть, и любая пряжа, которая
у вас есть. Но единственная, ну, рекомендация моя, конечно же, для собачки лучше брать пряжу, которая будет легко стираться в стиральной машинке и не будет, там, например, мериносом, да, она может растягиваться, ее надо там особые какие-то условия для стирки и ухода за такой пряжей, а чтобы, например, в составе был какой-то процент акрила, синтетики, чтобы более пряжа была устойчивая к каким-то погодным условиям и, соответственно, к стирке. Давайте будем смотреть мои расчеты и какие замеры нужно сделать перед началом вязания. Я нарисовала собачку и красными линиями с номерами отметила, что надо измерить. Итак, в первую очередь мы измеряем обхват шеи, это первое, и обхват груди. На их основании мы будем делать дальнейшие расчеты. Это основные мерки. Кроме этого, вам надо измерить длину спины до хвостика, длину живота. Здесь надо учитывать, мальчик у вас или девочка. Длину груди и ширину груди. А также надо измерить обхват лапки. После этого можем приступать к расчетам. Давайте посмотрим на данные моей собачки. Обхват шеи 35 сантиметров, обхват груди 50 сантиметров, длина спины 30-35 сантиметров, длина живота 15 сантиметров, длина от шеи до лапок передних 10 сантиметров, ну это как середина груди, ширина груди между лапками 8 сантиметров и обхват передней лапки 15 сантиметров. Далее мы вяжем образец, стираем его и определяем плотность вязания. Моя плотность вязания 17 петель на 25 рядов. И уже исходя из плотности вязания мы делаем расчеты. Обхват шеи 35 сантиметров. 35 сантиметров мы умножаем на 1,7. 1,7 петли в 1 сантиметре. 17 петель на 25 рядов это 10 сантиметров на 10 сантиметров. Получается у меня 60 петель. На регланные линии мы оставляем 4 петли. Вот я нарисовала круг, 60 петель, всего надо набрать. Плюс 1 петля для соединения в круг еще нужна. Дальше. Как дальше мы рассчитываем? Из 60 петель мы отнимаем вот эти вот 4 регланные линии. Вот они у меня помеченные. Получается 56 петель. Дальше эти 56 петель мы делим на 2 части. То есть одна часть пойдет нам на спинку, вторая часть пойдет на перед и рукава. 28 петель всего у нас на перед и рукава. Мы еще раз делим на 2. Получается у нас на переднюю часть идет 14 петель, а остальные 14 петель мы делим на 2. И получается на рукава у нас по 7 петель. Все, мы свои расчеты сделали. Дальше мы будем вязать резинку. Затем будем делать регланные прибавки. Там, где рукава. Там, где перед, мы делать не будем прибавления. И это все тоже я отмечаю на этой схемке. Регланная линия будет 10 сантиметров. Так как у меня длина груди 10 сантиметров, столько я и буду вязать. 10 сантиметров у меня получается, я сделала 12 прибавлений. В итоге, после того, как я сделала все прибавления, на спинке у меня 52 петли, здесь у меня 12 прибавлений и здесь 12 прибавлений. Они идут к спинке потом, в конце. Получается 52 петли. Если берем рукав, было 7 петель, прибавили с этой стороны, прибавили с этой стороны. Получилось 31 петля. Здесь передняя часть у нас остается неизменной, 14 петель как было, так и есть.
После всех прибавлений, когда мы будем объединять в круг и вязать тело, у нас на спицах должно быть 76 петель. Они состоят из регланных линий. Здесь 52 петли, здесь 14 петель. И плюс подрезы. На подрезы мы тоже будем добавлять по 3 петли с обеих сторон. Все, расчеты у нас есть. Кроме расчетов есть еще небольшой узорчик, он несложный. Я тоже схематически его отобразила. Раппорт узора 9 петель плюс 3 петли для симметрии. Вот это вот у меня петля, горизонтальная полоска, это изнаночная петля, вертикальная полоска это лицевая петля. И кроме этих обозначений есть еще одно обозначение, это перекрещивание петель налево. Все. Что еще хочу сказать по поводу расчета. Заканчивать вязание мы будем не по прямой. Вы видите, что у меня здесь округлая такая окончание работы. Сделаем по краю спинки и переда закругления. По переду будет закругленный низ в виде арки, а по спинке будет выпуклое закругление в виде оката. Для этого мы будем использовать частичное вязание при помощи укороченных рядов. Ну, это дальше уже в видео будем оговаривать и буду рассказывать, как я это вязала. Будет вязаться сначала передняя часть, а потом задняя часть по отдельности, а потом объединяется в круг и вяжется резиночка. Я вам рассказала основы, что и как вяжется, из какой пряжи. Теперь будем приступать к самому вязанию. Всем удачи желаю и буду очень рада, если вы будете делиться своими результатами и показывать ваши работы. На спице номер 4 набираем 60 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Я взяла короткие спицы. Это у меня Pro Drops Classic. 40 сантиметров, 4 миллиметра. Вы можете использовать 5 спиц, у кого нету коротеньких, или же можете вязать при помощи техники Magic Loop, если у вас спицы, тросик длиннее. Итак, набирала я обычным способом на одну спицу. И теперь нам надо соединить петли в круг. Для объединения в круг нам надо петлю с левой спицы перенести на правую и протянуть ее через предыдущую петлю ряда. Затем мы ее возвращаем обратно на левую спицу, при этом ниточки подтягиваем и ставим маркер. Это у нас будет начало ряда кругового. Далее мы вяжем установочный ряд резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Далее будем вязать полой резинкой где-то приблизительно 4 сантиметра или столько, сколько вы хотели бы сантиметров для свитерка. Я провязала 1 круговой ряд. И теперь мы начинаем вязать полую резинку. Полая резинка, первый ряд, вяжется следующим образом. Первая петля у нас лицевая, мы ее провязываем. Следующая петля у нас изнаночная, мы ее не провязываем. Снимаем нить при этом перед работой. Снимаем мы, захватывая за заднюю стенку. Сняли. Дальше у нас лицевая, мы ее провязываем. Изнаночную мы снимаем нить перед работой, подхватываем за заднюю стенку и сняли. И так вяжем до конца ряда. Лицевая провязывается, изнаночная снимается, нить перед работой.
Первый ряд провязан, вяжем второй ряд полой резинки. Теперь у нас меняются петли, мы лицевую петлю снимаем, но нить у нас при этом не перед работой, а за работой, а изнаночную петлю мы провязываем. Лицевую снимаем вот таким вот образом, а изнаночную провязываем как обычную изнаночную. Лицевую сняли, нить за работой, изнаночная провязана. Таким образом мы вяжем на то расстояние, которое вам нужно. Я буду вязать 4 сантиметра, повторяя эти два ряда. Сейчас у нас лицевая петля, и мы ее провязываем лицевой. Сейчас она расположена как бабушкина петля, мы провязываем лицевой. Дальше у нас изнаночная петля, нить перед работой, и снимаем ее как изнаночную за заднюю стенку, подхватывая. Дальше у нас лицевая петля, мы провязываем как лицевую, изнаночную снимаем, нить перед работой. Я связала полую резинку 4 сантиметра, и следующий ряд вяжем лицевыми петлями, при этом расставляем маркеры. Вот это вот у нас будет середина животика и начало вязания. Отсчитываем по схеме 7 петель и ставим маркер. Следующая петля, это у нас будет регланная линия. Мы провязываем ее лицевой и ставим маркер. То есть мы выделили регланную линию. Дальше у нас 7 петель рукава. Ставим маркер. 1 петля регланной линии, ставим маркер. Далее вяжем 28 петель, это у нас будет спинка. Ставим маркер, провязываем 1 петлю регланной линии, ставим маркер. Дальше у нас будет 7 петель рукава. Ставим маркер. 1 петля регланной линии. Ставим маркер. И у нас остается 7 петель животика переда. То есть у нас по передней части 14 петель всего. Это середина вязания, начало нашей работы. Провязываем оставшиеся 7 петель переда. Все, расставили маркеры, и теперь мы начинаем вязать, делая прибавки в регланных линиях. Прибавки делаются через один ряд при помощи накидов. Накиды в следующем ряду провязываются скрещенной петлей лицевой для того, чтобы не образовывалась дырочка. Прибавки будем делать со стороны рукавов и спинки, а вот с этой стороны делать прибавочки мы не будем. То есть давайте начнем первый ряд, провязываем 7 петель передней части, переснимаем маркер, но прибавку мы тут не делаем. Провязываем петлю лицевой, переснимаем маркер и делаем накид. Дальше мы вяжем петли рукава. И здесь мы уже делаем прибавление перед маркером, переносим,
провязываем лицевую петлю, переносим маркер и после маркера. То есть здесь мы делаем с двух сторон от регланной линии. Вяжем дальше петли спинки. И точно так же, когда дойдем до вот этих вот маркеров, делаем накиды с обеих сторон. Вот я дошла до маркеров, делаю накид, переснимаю маркер, провязываю лицевую петлю, переснимаю маркер и делаю накид. Дальше вяжем петли рукава, доходим до следующей регланной линии, делаем накид, переснимаем маркер, провязываем лицевую петлю и переснимаем маркер. Далее мы прибавочку не делаем, просто вяжем оставшиеся петли, 7 петель переда. Получается, что вот эти вот 14 петель передней части, они у нас будут постоянно без прибавок. Маркеры я поставила для удобства, чтобы не путаться. Регланные линии можно делать любые, какие хотите. Можно, например, вот эту вот лицевую петлю провязывать изнаночной. Тогда без маркера вы будете видеть, где находится эта регланная линия. Точно так же можно видеть и в дальнейшем будет косичка идти, и можно будет маркеры убрать, чтобы они вам не мешали. Итак, дальше у нас следующий ряд мы вяжем тоже лицевыми петлями. И накиды мы провязываем скрещенной лицевой. Здесь у нас нет накида. В общем-то, здесь можно и маркер убрать, чтобы он не мешал. Переснимаем маркер, провязываем скрещенной лицевой и вяжем так до конца ряда. Опять накид, провязываем скрещенной лицевой петлей. Переснимаем маркер, лицевая петля, переснимаем маркер, накид, скрещенная лицевая. Все, мы сделали с вами первый ряд прибавок. Таким образом мы вяжем на то расстояние, сколько нам надо провязать регланных линий. Итак, я провязала 3 лицевых ряда. Получается, первый ряд у нас был просто лицевые, и мы расставили маркеры. Второй ряд мы уже делали прибавочки в регланных линиях. И третий ряд это у нас просто был провязан лицевыми петлями. Теперь в следующем ряду мы вяжем точно так же. Прибавочки, накиды мы делаем через ряд. Кроме этого, в этом ряду мы вводим узор косы на спинке. У нас на спинке было 28 петель, раппорт узора 9 петель. Давайте я вам покажу свои расчеты. 9 петель раппорт плюс 3 петли для симметрии. Получается, мне, когда было 28 петель, не хватало 2 петель. Поэтому после первой регланной прибавки, вот у нас добавилось по одной петле, всего получается 30 петель, мы можем вводить этот рисунок. Получается, у нас будет 3 раппорта и 3 петли для симметрии. Давайте начнем вязать ряд. В этом ряду мы опять делаем прибавление при помощи накидов. Вяжем 7 лицевых петель. С этой стороны мы просто провязываем регланную линию, прибавки не делаем, а с этой стороны делаем накид. Дальше мы вяжем петли рукава, их уже будет больше.
на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид, переносим маркер, провязываем лицевой петлю, переносим маркер и делаем еще раз накид. И это у нас уже начинается спинка. Вяжем узор. Перед раппортом сначала провязываем 2 петли, затем вяжем 3 раппорта и провязываем петлю после раппорта. Итак, распределяем наш узор. Сделали накид и распределяем узор. У нас по рисунку идет изнаночная петля, дальше лицевая петля, далее 2 изнаночные, начинается раппорт, 4 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая и повторяем раппорт еще 2 раза, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. И 3 раз раппорт, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и заключительная после раппорта 1 изнаночная петля. Делаем накид, прибавление, переснимаем маркер, лицевая, пересняли маркер, накид. Вяжем петли рукава. Делаем накид, маркер пересняли. Регланная линия. И с этой стороны мы накид не делаем. С той стороны я убрала маркер, с этой стороны тоже уберу, чтобы не путаться. Провязываем петли переда оставшиеся. И мы опять в начале следующего кругового ряда. Следующий круговой ряд мы вяжем, провязывая накиды скрещенными лицевыми петлями, и уже вяжем по схеме. Вяжем, первый ряд мы провязали, следующий ряд мы вяжем точно так же, и еще 4 ряда мы вяжем так, как смотрят петли. Затем у нас будет перекрещивание петель в узоре. Итак, давайте провяжем следующий ряд. Провязываем скрещенной лицевой. Опять скрещенная лицевая, регланная линия, скрещенная лицевая. Так, вот у нас петли на спинке, мы провязываем их так, как они у нас смотрят. Изнаночная петля, лицевая, дальше 2 изнаночные и так далее по рисунку. То есть второй круговой ряд вяжутся так, как смотрят петли. Если бы у нас были поворотные ряды, то по этой схеме мы бы вязали бы все петли по рисунку, то есть там, где изнаночная лицевая, там, где лицевая изнаночная. В данном случае мы провязываем точно так же. И таким образом мы еще вяжем с вами 3, 4, 5, 6 ряд. Встретимся в 7 ряду.
При этом не забываем, через ряд делаем прибавление. Я себе отмечаю на своей схеме, что я один раз сделала прибавление. Вот я сделала уже второй раз. Отмечаю, что у меня сделаны второй раз прибавочки. Итак, провязано 6 рядов узора на спинке. Сейчас будет 7-й ряд, и мы будем уже делать перехлесты, перекрещивание петель. И сделано 4, раз, 2, 3, 4 прибавления в регланных линиях. Здесь себе я помечаю, что сейчас будет у меня 5-е прибавление. Так. И вяжем 7-й ряд нашего узора. Я здесь уже взяла другие спицы с длинным тросиком, так как прибавки уже мне не хватало коротеньких спиц. Так, итак, вяжем следующий ряд, делая прибавки в этом ряду в регланных линиях. Так, здесь мы пропускаем регланную линию, делаем 1 накид, дальше петли рукава, накид, маркер переносим, лицевая петля, маркер переносим, накид. Здесь уже вырисовывается линия регланная, поэтому маркеры можно убрать. Так, вяжем наш узор. Доходим до 4 лицевых петель и делаем перекрещивание налево. Первые 2 петли у нас должны остаться перед работой. Подхватываем 2 следующие петли. Вот таким вот образом. Сбрасываем петли, придерживая их пальцами, чтобы они не убежали у нас. И одеваем их на левую спицу. Возвращаем эти петли, которые мы сняли, и провязываем лицевыми все петли. Далее вяжем по рисунку. Как смотрят у нас петли, так мы и вяжем. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. И опять делаем точно так же, перекрещиваем 4 петли. 2 петли перед работой, подхватываем следующие 2 петли, сбрасываем 2 петли первые, одеваем их на левую спицу, возвращаем 2 последующие петли и все провязываем их за переднюю стенку лицевыми петлями. Дальше вяжем опять по рисунку и повторяем точно так же. Если вам сложно делать перекрещивание петель без дополнительной спицы для кос, вы можете использовать ее. Показываю со спицей специально. Первые 2 петли мы оставляем перед работой. Мы их снимаем на дополнительную спицу и оставляем впереди. Дальше мы провязываем 2 петли лицевые. И затем мы провязываем с дополнительной спицей эти 2 петли, или же мы одеваем их на левую спицу и провязываем. Можно сразу с дополнительной спицы провязать. Лицевая и еще 1 лицевая. Все. Вяжем дальше до конца ряда. Сделали мы первый перехлест, и следующий перехлест у нас будет, опять-таки считаем 6 рядов, вяжем как смотрят петли, и в 7-м ряду будет перекрещивание петель. Итак, я провязала 10 сантиметров. Давайте посмотрим, что у меня получается. Так, здесь у нас
прямые линии идут, рукава и спинка. Всего получилось 12 прибавлений. И сейчас нам надо будет отделить рукава от основной детали. И основную деталь вяжем по кругу дальше, а рукава на дополнительной ниточке оставляем, будем вязать чуть попозже. В свои замеры я еще дописала обхват передней лапки и померила рукав, который у нас получается после прибавлений всех, чтобы был не меньше 15 сантиметров. Следующий ряд мы вяжем лицевыми петлями, и петли рукава будем переснимать на иголочку с нитью. При этом нам надо будет сделать еще пару петель для подрезов. Давайте начнем. Значит, регланные линии на передней части мы оставляем на животик. Значит, у нас здесь будет не 14 петель, а вместе с регланными линиями 16. Это у нас середина. Считаем здесь 8 петель. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И вот эта регланная линия 8, мы сюда ее относим. Дальше петли рукава мы переснимаем на дополнительную ниточку без регланных линий. Регланная линия с этой стороны пошла на переднюю часть, регланная линия со стороны спинки пойдет на спинку. Так, вот смотрите, ярко выраженная это наша линия регланная. Мы ее оставляем в сторону спинки. Так, все пересняли. И добираем 3 петли для подрезов. Набираем просто обычным способом. Раз, два и 3. Так, теперь мы дальше вяжем по рисунку. Здесь у нас спинка. И в этом ряду надо делать перекрещивание петель по рисунку, по узору. Вяжем узор, и с этой стороны второй рукав мы точно так же снимаем на дополнительную ниточку. Я пересняла петли рукавов. Давайте посмотрим, что мы имеем. Перед и спинка. Дальше мы продолжаем вязать по кругу основную деталь. И вяжем по моим меркам. Мне надо провязать, вот у собачки цифра 4, это длина животика. То есть мы провязали вот это вот место. Теперь нам надо провязать, до какого места будет у вас снизу изделие. У меня это 15 сантиметров. То есть после того, как я распределила на рукава и основную деталь, я еще провяжу 15 сантиметров. Я провязала 12 сантиметров, и далее я буду делать закругление на передней части при помощи укороченных рядов. Всего у меня на спицах 76 петель. Почему 76 петель? Давайте посмотрим на схему. Всего было изначально 60 петель. Мы сделали прибавление от регланных линий со стороны спинки, со стороны рукавов. И у нас получается на рукавах было 7 петель, стало 31. На спинке было 28 петель, стало 52 петли. Если мы отделили рукава, получается 31 петлю мы перенесли вот на дополнительную ниточку или спицу.
и с этой стороны рукав мы перенесли, то в серединке у нас остается 14 петель плюс 2 регланные линии мы сюда отнесли, получается всего 16. Плюс мы добавляли по 3 петли с каждой стороны под рукавами, подрезы, это всего 6 петель. И плюс вот это вот у нас петли спинки, было 28 петель, по 12 петель с каждой стороны регланных линий, и плюс регланные петли, которые у нас были, они тоже перенеслись у нас в эту сторону. Поэтому всего получается по кругу, вот здесь вот у нас получилось 76 петель, это передняя часть плюс задняя часть, плюс подрезы и плюс 4 регланные петли. Теперь нам надо поделить вот эти вот 76 петель на две части, разделить изделие на перед и спинку. Здесь получается у меня стоит маркер, это середина вязания, от этого маркера мы начинали вязание наше, и у нас 76, если мы поделим на 2, то должно быть 38 петель спереди и сзади быть. Так как это середина вязания, мы отсчитываем 38 петель, должно быть 38 мы делим на 2, получается 19 петель. То есть от маркера мы отсчитываем в эту сторону 19 петель и ставим маркер. Это будет у нас боковые части. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ставим маркер. И точно так же отсчитываем с этой стороны. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Теперь также мы должны выделить маркерами середину свитера. У нас середина была 14 петель, плюс мы сюда добавляли по 2 регланные линии, всего 16 петель. Тоже отсчитываем от центрального маркера. 16 петель разделить на 2 будет по 8 петель. 8 петель в одну сторону и 8 петель в другую сторону. И тоже ставим маркеры. Так, 4, 6, 7, 8. И с этой стороны точно так же. 2, 4, 6, 8. Далее мы будем вот эти вот петли, которые посередине, не трогать, а петли, которые у нас находятся от вот этого вот маркера до этого маркера, мы будем их сокращать, как бы. Мы будем вязать укороченными рядами, и у нас будет получаться, будем вязать туда-сюда поворотными рядами. И сначала по 2, по 3 петли, и у нас, соответственно, будет вот так вот в таком наклоне идти наше вязание. Соответственно, спиночка у нас будет больше, а на животике у нас так петли и будут оставаться. После того, как мы определились с маркерами, расставили их правильно, мы провязываем, у нас вот начало ряда, да, отсюда мы начинали наше вязание и вязали все это время, мы провязываем лицевыми петлями до вот этого маркера бокового. И у нас начало вязания уже будет с этого места. Провязываем по кругу и начинаем вязать укороченными рядами. Итак, давайте я вам покажу, как будет выглядеть наше закругление схематично. Я нарисовала вот переднюю часть, и вот таким вот образом будем закруглять. Всего, как мы уже с вами говорили, на передней части у нас 38 петель. Из них серединка, которую мы не будем затрагивать, состоит из 16 петель.
И по бокам у нас получается по 11 петель до боковых маркеров. Нам надо определиться, сколько сантиметров мы будем провязывать, именно закругление. В моем случае я уже провязала 12 сантиметров. Всего у меня надо, общая длина детали должна быть приблизительно 15 сантиметров. Я хочу провязать 2 сантиметра, округляя, значит, и 1 сантиметр уже резиночкой провязать. Для того, чтобы посчитать, сколько у нас будет точек разворота, мы, естественно, вот эти вот 11 петель делим на то количество, которое нам надо по сантиметров. Как это сделать? У меня в 10 сантиметрах плотность 25 рядов, то есть 2,5 ряда, 2,5 ряда у меня в одном сантиметре. Я хочу провязать 2 сантиметра, то есть 2 сантиметра я умножаю на 2,5 ряда и получаю 5 рядов. Ну, я округлю до 6, чтобы было четное количество рядов. 6 рядов я должна провязать. И вот эти вот 11 петель мы делим не на 6 рядов, а берем 3 лицевых ряда. Мы делим на 3. И у нас получается так. Ну, если брать калькулятор, 11 разделить на 3, 3 и 6. То есть у нас получится 3 точки разворота. Давайте вот если более масштабнее нарисую. Вот наши средние 16 петель. И мы распределим таким образом, что сначала мы не довяжем 2 петли, потом 3 петли. Получается 2, третья у нас петля будет сниматься, это 3 петли, плюс 3 петли 6, 7, и у нас остается 4 петли, еще одна точка, 3 и 1, получается 2, 3, 3, а это у нас будут петли, которые мы будем снимать. И с этой стороны точно так же 2, 3, 3. Так, вот он у меня маркер, это начало ряда. Мы вяжем до последних 2 петель. Вот эту вот серединку мы не затрагиваем. 2 петли не провязываем. Вяжем лицевыми петлями. Так, я довязала до последних 2 петель. И теперь нам надо развернуть наше вязание на изнаночную сторону и вязать в обратном направлении изнаночными петлями. При этом мы первую петлю снимаем и ниточку мы подтягиваем назад. Я буду делать укороченные ряды немецким способом. После того, как мы ниточку затянули назад, то у нас получилось как бы 2 петли. И дальше я продолжаю вязать изнаночными петлями. И вяжу таким образом я, полностью захватывая петли спинки, и дохожу до маркера. Вот у нас серединка, ну вот с этой стороны, с изнаночной, да, мы смотрим. Я не убирала специально, чтобы был ориентир на серединку изделия животика. Вот вяжем до этого маркера, не доходя тоже до 2 петель, не провязывая 2 петли. Провязываем до последних 2 петель. Там, где у нас рисунок, мы провязываем петлями, как смотрят петли. Там, где лицевая, лицевой вяжем, там, где изнаночная, провязываем изнаночной петлей. Я дошла до последних 2 петель, их не провязываю и переворачиваю работу на лицевую сторону. На лицевой стороне мы тоже должны будем снять первую петлю как изнаночную, не как лицевую. При этом у нас ниточка заводится вперед, и эта петля снимается как изнаночная, то есть мы подхватываем за стенку заднюю, снимаем
И натягиваем точно так же, как мы натягивали в предыдущем ряду, петлю наверх. Провязываем лицевой ряд, как смотрят петли. Там, где у нас рисунок, мы вяжем по рисунку до последних 3 петель перед петлей разворота. То есть у нас сначала было 2 петли, теперь вот эту петлю мы оставляем, не учитываем, до последних 3 петель, вот до этого места. И опять будем разворачивать нашу работу. Я довязала до последних 3 петель перед петлей разворота. Разворачиваем работу на изнаночную сторону, ниточку перед работой заводим и снимаем изнаночную петлю, подтягивая ниточку назад. И опять мы вяжем изнаночный ряд до последних 3 петель вот с этой стороны. Я дошла до конца ряда и оставила 3 петли перед петлей разворота. Переворачиваем работу на лицевую сторону. Ниточка у нас остается перед работой. Подхватываем петлю за заднюю стенку и снимаем ее как изнаночную. И подтягиваем, заводя нить назад. И вяжем лицевой ряд до последних 3 петель перед петлей разворота. Я провязала, у нас вот остается 4 последние петли. Мы одну петлю провязываем, и вот у нас эти 3 петли перед петлей разворота. И еще раз мы возвращаемся назад. Эту петельку мы снимаем как изнаночную и заводим нить назад, подтягиваем. Вяжем изнаночный ряд до последних 3 петель перед петлей разворота. Дошли до 3 петель и опять переворачиваем работу на лицевую сторону. И петлю, которая у нас остается последняя, мы снимаем точно так же, как мы снимали в лицевом ряду. Ниточка перед работой и подхватываем петлю за заднюю стенку для того, чтобы ее снять как изнаночную. И нить заводим назад. Подтягиваем. Вяжем лицевой ряд. Вот у нас получается угол наклона, округление наше. Вяжем до точки отсчета, откуда мы начинали делать укороченные ряды. Вот у нас серединка, и мы начинали вот с этого места, вот этого маркера. Вяжем до этого маркера. Давайте посмотрим, что у нас получается. У нас углубление по переду. Спинка у нас не трогалась, то есть у нас провязывалась, но петли у нас все повторялись одни и те же. Получается, что у нас здесь прямые петли, а здесь у нас идет закругление за счет того, что мы делали укороченные ряды вот в этом месте с одной стороны и вот в этом месте с другой стороны. Я хочу сделать еще закругление с этой стороны, только в обратную сторону, как окат небольшой, но сантиметра где-то приблизительно, не больше, потому что в принципе мне уже достаточно длины для того, чтобы и по спинке практически было закрыто. А нам еще надо провязать будет в конце резиночку.
То есть по переду мне достаточно уже в сантиметрах, будет еще плюс резиночка. И по задней части мы немножечко довяжем при помощи укороченных рядов, точно так же, только округлим немножко, чтобы длина немножечко увеличилась. И, соответственно, после того, как мы это сделаем, по кругу будем вязать резинкой, и у нас будет передняя часть меньше, а задняя часть больше. Итак, каким образом мы теперь будем провязывать спинку? Вот эти вот петли, которые мы с вами вязали по передней части, мы должны оставить и будем вязать только петли по спинке. Для этого мы с вами провяжем вот этот вот ряд, провязывая петли, которые у нас вот эти вот двойные, провязываем их вместе. Давайте сейчас покажу, как это сделать. И оставляем только петли спинки и делаем пару рядов укороченных для увеличения спинки. Итак, вот у нас первая оборотная петля, и мы должны провязать, смотрите, вот и вот у нас стеночка петли, мы должны провязать вместе лицевой петлей. Дальше мы вяжем лицевые петли, 1, 2, 3, и опять у нас это оборотная петля, вот она у нас как выглядит. Мы должны захватить ее за переднюю стенку вовнутрь, заводя спицу и провязывая как бы вместе. Дальше точно так же у нас идет лицевая петля и еще одна лицевая петля. И следующую мы вот заводим вот сюда вот спицу и провязываем эту оборотную петлю. У нас получается нету ни отверстий, ни дырочек. У нас вот красивенько все получается. Дальше вяжем. Так, все, мы с этой стороны тоже провязали. Все тут у нас тоже красиво. Теперь мы используем петли спинки, при этом мы опять-таки не доходим до последних 2 или 3 петель. Ну, я так сделаю. Сначала до 2, потом до 3. И все. Достаточно будет для того, чтобы немножечко округлить спинку. То есть у меня теперь начало ряда вот от этого маркера. И я вяжу, как смотрят петли или по рисунку, до последних 2 петель. То есть если у нас было такое углубление, то теперь у нас будет вот такое вот. Это будет спинка. И сначала до 2 петель не доходим, а потом до 3. Вяжем. Смотрите, дальше у нас идет коса. Сейчас как раз надо делать перекрещивание петель, и я буду, согласно рисунку, это делать, для того, чтобы у нас сохранялся наш узор. То есть мы делаем следующее перекрещивание, как нам и надо. Итак, я дошла до последних 2 петель. Еще раз напоминаю, что точка отсчета у нас с этой стороны, и окончание ряда у нас с этой стороны. То есть мы работаем с петлями только спинки. Я дошла до 2 последних петель, переворачиваю работу на изнаночную сторону, и первую петлю я снимаю как изнаночную. И подтягиваю ниточку наверх над спицей. У нас формируется как 2 петли. Но на самом деле это 1 петля. Дальше мы вяжем изнаночные петли. Как смотрят петли по рисунку. Вяжем до последних 2 петель, которые у нас перед вот этим вот маркером.
Так, дошли до 2 петель, переворачиваем работу на лицевую сторону. И опять мы снимаем первую петлю как изнаночную. Она у нас лежит лицевой. Мы ее снимаем как изнаночную. И ниточка у нас остается. Мы подтягиваем вот таким образом. Получается у нас опять же двойная петля. Вернее, петля одна, но как бы из двух состоит. Дальше мы вяжем лицевой ряд. И вяжем уже до последних 3 петель перед точкой разворота предыдущей. Итак, я дошла до последних 3 петель. Они уже у нас берутся из узора основного. И разворачиваем работу. Развернули. У нас ниточка перед работой. По рисунку наша петля смотрит как лицевая, но мы ее давайте развернем и снимем как изнаночную и назад заведем ниточку. У нас получится такая же петля, как нам нужна. Вяжем с этой стороны до последних 3 петель с другой стороны, и на этом наши укороченные ряды будут закончены. Дошли до последних 3 петель. 1, 2, 3. Перевернули вязание. С лицевой стороны у нас нить спереди. И так как у нас была уже изнаночная петля, ну по рисунку, то мы ее снимаем как изнаночная. Она у нас так и лежит. И ниточка при этом у нас идет назад. Вот таким образом. Все. Дальше мы вяжем по рисунку. И мы довязываем до вот этого вот маркера. После этого мы будем с вами уже вводить в круг. 2 двойные петли провязываем лицевыми, как и на передней части мы это делали. Лицевая. Подтягиваем обязательно, когда провязываем двойные петли. Все, мы дошли до начала нашего вязания. Мы уже не возвращаемся назад, а вяжем по кругу. Это у нас точка отсчета. Мы вяжем по кругу. Когда доходим до вот этих вот петель, где у нас двойные с этой стороны, тоже их провязываем. И дальше мы со следующего круга уже будем вводить петли резинки. Вяжем по кругу 1 ряд. Все, я провязала ряд. Давайте посмотрим на этом этапе, что мы имеем. Получается, что мы сделали углубление со стороны животика и округление со стороны спинки. Вот таким образом это у нас выглядит. Теперь я буду вязать резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная. Здесь я вязала там, где горловинка, двойной резинкой, но с этой стороны и на рукавах я буду вязать просто обычная резинка, 1 лицевая, 1 изнаночная. Провяжу я 1 сантиметр, и на рукавчиках тоже провяжу 1 сантиметр. Итак, я провязала резинку, но правда провязала не так, как я говорила, 1 сантиметр, а провязала почти 3. Ну, как бы так красивее смотрится все-таки, как ни крути. И с этой стороны давайте посмотрим. И как раз мне было и по длине именно таким образом лучше для собачки. Закрываю я петли эластичным способом. Все-таки мы будем на нее одевать и часто. И каким образом эластичный способ? Это при помощи накидов. Я прикреплю отдельное видео, если кто не знает, как закрывать таким способом. Ну и сейчас покажу пару петель, как я это делаю. То есть у нас, например, вот лицевая и изнаночная петля. Мы делаем перед лицевой, перед изнаночной петлей всегда накид. И
накиды эти между собой отличаются. Перед лицевой петлей мы делаем накид вот таким вот образом. Далее провязываем петлю и этот накид накидываем на эту петлю. Протянули. Предыдущую петлю, которая у нас есть, тоже протягиваем через эту петлю. Дальше мы опять делаем накид перед изнаночной петлей, но только мы уже делаем не таким образом накид, а наоборот. И провязываем изнаночную петлю. И дальше тот же самый способ закрытия. Сначала протягиваем через накид эту петлю провязанную, и далее мы предыдущую петлю провязываем через, протягиваем, вернее, через эту петлю. Я закрыла все петли, теперь нам надо зафиксировать последнюю петлю. Мы обрезаем ниточку и протягиваем ее в петлю сначала. У нас получается здесь не очень красиво, и мы ее должны соединить с предыдущей петлей, чтобы выровнять ряд. И делаем это при помощи иглы. Можно делать при помощи крючка. Показываю для тех, кто не знает, как это сделать. Так, мы берем, подхватываем стенку предыдущей петли, вот заводим и выводим в петлю, с которой у нас игла выходит рядышком. Так, все. Теперь мы вводим вовнутрь. И теперь протягиваем с внутренней стороны через каждую петлю, протягивая нить. Плохая у меня игла здесь, цепляет, не очень удобно. Так, все, мы закончили вязать основное полотно, нам осталось только рукава. Рукава у нас благодаря реглану и так уже как бы есть, да, и по большому счету нам не нужны длинные рукава на лапке, поэтому берем, переносим эти петли на спицы круговые и провязываем 2 лицевых ряда. При этом мы должны поднять вот эти вот 3 петли подрезов сюда же, и по кругу после того, как провязали 2 лицевых ряда, мы вяжем резинку. Но здесь уже резиночка точно будет где-то сантиметр, такая широкая она вряд ли будет смотреться. И все, наш свитерочек для собачки будет готов. Вот так выглядит низ. И сейчас я довяжу рукава. Я пересняла петли рукава на спицы, и теперь нам надо поднять петли подреза, и у нас будет начало ряда вот с этой петли. То есть у нас тут на подрезах было 3 петли, и мы их должны провязать. Вводим нить. Можно взять крючок, если вам неудобно, или при помощи Magic Loop пользуемся спицами, или на 5 спицах. Так, 3 петли, которые мы добавляли, вот они, 1, 2, 3. Но так как у нас здесь большое расстояние, чтобы не было у нас промежутка или отверстия, то мы поднимаем не только эти 3 петли, а еще поднимаем промежуточные петли. Ну вот, например, заводим спицу вот сюда и вытягиваем петлю. В последующем можно будет их сократить, чтобы рукав не делать больше, как бы хоть 2 петли, но все равно они как бы лишние будут.
И поднимаем остальные петли. Раз. Так, это я не сюда. Вот сюда заводим. Раз, два и три. Дальше у нас тоже вот этот вот промежуток. И мы его тоже поднимаем, заводя спицу вот где-то вот в эту петлю. Все, подняли. Здесь у нас будет начало ряда. Можете поставить маркер, можете не ставить, как кому удобно. И дальше мы вяжем по кругу. Как я уже говорила, 2 лицевых ряда. Провязала я 2 ряда, дальше вяжем резинка 1 лицевая, 1 изнаночная, но на ту длину, которая вам будет достаточно. И закрываем петли точно так же, как и закрывали мы здесь, эластичным способом закрытия петель при помощи накидов. Итак, я довязала рукава. Осталось только постирать изделие, и ваша собачка может носить такой прекрасный свитерок. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, вяжите вместе со мной. И до новых встреч. Всем пока!